Всем привет-привет, с вами Алена, и ко мне вернулась моя клиентка с вросшим ногтем. Я подписала здесь визиты, потому что их тут два. Значит, визит номер 2 у нас от 5 апреля, и мы уже снимаем ранее установленную титановую нить. Оставлю ссылочку на первое видео в описании. И сегодня я покажу прям сразу два ее приема. Здесь постепенная, но уже заметная динамика. В общем, клиентка обратилась с жалобой на то, что у нее ногти сильно скручиваются, и плюс они посередине, прям вообще совсем никак не прирастают. Но основной дискомфорт она испытывает именно от того, что вот эти уголочки сильно впиваются в кожу, сдавливают ее, и, в общем, практически ходить невозможно. Хочу сразу сказать, что у клиентки есть еще проблема с отечностью ног, есть проблема с весом, и я не боюсь об этом говорить, потому что в данном случае это не чтобы сказать, ой-ой-ой, у кого-то проблемы с весом, а чтобы обратить ваше внимание на то, что если у вас, например, клиент или у вас есть какой-то лишний вес, у вас сильно отекают ноги, то вполне вероятно вырастание ногтей, либо еще другие какие-то неприятности, потому что в нашем организме все на самом деле связано. И чаще всего вросший ноготь, кстати, начинает нас беспокоить именно в моменты прибавления веса, например, во время беременности. Очень часто женщины не могут восстановиться после родов и в итоге не могут сбросить вес, и как следствие у них также появляются проблемы с ногтями. Но в данном случае была в какое-то время назад травма, значит, случилось врастание, ноготь вздернутый, он чуть-чуть растет вверх, у пальчика есть элевация. Я, конечно, настаиваю еще на том, чтобы она сделала рентген, потому что нам нужно либо подтвердить, либо исключить экзостоз. Но пока работаем с тем, что есть, пока я жду от нее ее результатов рентгена, мы будем ставить титановую нить. И, кстати, уже на следующий визит мы поставим титановую нитку на второй ноге, потому что на ней вообще был синяк, и мы поняли, что на зачищенную гематому, на тонкий ноготь нет смысла ставить титанку, потому что она может его просто вырвать. В общем, это тоже дело с умом надо производить. Вот пока вы наблюдаете уже вторую установку титановой нити, я делаю это вот таким способом. Кто-то отрезает после приклеивания. На самом деле нет правильного или неправильного, есть только результативный вариант, когда титанка работает. И забегая вперед, хочу сказать, что ее мы оставим на следующий раз, потому что ноготь растет медленно, и пока переставлять ее не будем. А вот здесь как раз гематома, про которую я говорила, которую мы зачистили. Как видите, здесь очень тонкая ногтевая пластина, и понятно, что сюда мы пока ничего не поставим. Но наша основная задача будет зачистить вот эту вот серединку, потому что там плотно скопившаяся кожа, много так называемого кератоза, который нужно убрать, потому что он на самом деле мешает нам в том, чтобы ноготь имел возможность отрастать. То есть ноготь, как обычно я это называю, он спотыкается об эту кожу, иногда бывает закручивается вовнутрь, иногда бывает просто стопорится, поэтому задача номер 1 убрать именно вот эти вот сухарики. Делается это всеми возможными вариантами: алмазными, ТВСными фрезами. Вот, например, сейчас супер маленький шарик у меня в работе находится, и кусачки тоже случаются. В общем, все, что имеет и дает нам возможность подлезть в труднодоступные места, будет здесь обязательно использовано. И все только с одной единственной целью, чтобы дать возможность ноготочку отрастать. На этом ногте у нее тоже есть жалоба. Она говорит, что вырастают уголочки. В данном случае пока он вырастает только с одной стороны, потому что мы его зачищали. Но уже на следующий визит мы сможем установить сюда коррекционную систему. Тут я пока ей отказала и объяснила это тем, что не вижу сейчас возможности восстановки, потому что боюсь, что элементарно все просто оторвется. Также, как вы видите, в работе я использую присыпку. И здесь, кстати, вопрос педикюра, не то чтобы эстетического, а скорее гигиенического, потому что наша задача убрать все сухое из того, что есть. Как видите, где-то я даже пользуюсь кусачками, потому что фреза не подцепляет, а я вижу, что кожа уплотнена
удлинена и утрамбована вовнутрь. И вот именно эти части нужно обязательно убирать. И в помощь здесь, конечно же, как всегда, антисептик, либо размягчающий спрей, в моем случае Podiofarm, либо жидкое лезвие Domix. Это два средства, которые я использую. И в итоге наш пальчик зачищен. Переходим к визиту номер 3. В этом видео он второй, и он от 7 мая. Вот здесь как раз у нас будет жидкое лезвие. Оно дает такую пенку, чуть-чуть нужно буквально минутку подержать, и очень хорошо размягчает все, что у нас скоплено под ногтями, и весь кератоз, и получается намного легче производить зачистку. В данном случае, как я и говорила, титановую нить я переставлять не буду. Мы не можем сказать, сколько конкретно она продержится. Она, конечно, уже, так скажем, не в самом стабильном состоянии, но я не видела особого смысла что-то здесь переставлять, потому что особо не отросло. Планируем с ней встретиться недельки через 2, и тогда переставим. Единственное, что я сделала с этим ногтем, это аккуратно его обработала и опять зачистила свободный край. Но потихоньку можно наблюдать, что он уже начинает выравниваться. И, кстати, да, по поводу иллюзии о том, как быстро действует коррекционная система, но на самом деле восстановление ногтя может проходить до 6 и даже 8 месяцев в зависимости от темпов его роста. Поэтому здесь все очень-очень индивидуально. И, кстати, здесь мы используем активаторы роста от Колют. Я также их показывала в предыдущих своих видео. В общем, ту титанку просто подчистили, подлатали и пока оставили. А вот с этим ноготочком будем разбираться уже подробнее. Как видите, он уже подотрос заметно лучше и стал плотнее. Соответственно, сегодня у меня уже будет возможность поставить титановую нить. Но сначала с помощью кюретки я прочищаю все пазухи. И это очень важно, на самом деле, чтобы убрать вот эту сухую кожу, которая мешает. Иногда я использую в работе пинцет, но здесь важно не перестараться, это важный нюанс, потому что мы много раз видели в интернете, да, что, например, тянут за подногтевую мозоль и вытягивают ее, но на самом деле ее расшатывают и подтягивают, и она не всегда выходит. И вот когда она не выходит, ее лучше подрезать, потому что если ее оттуда вытянуть насильно, соответственно, там будет отверстие. Нам такого не надо. В общем, здесь снова выполняем педикюр. Я уже сработала кюреткой, сейчас у меня в работе пламя с очень тупым кончиком было. Я подняла кутикулу, слегка прочистила, и дальше снова идет работа с нашей сложной зоной. Это анихолизис у нас в середине ногтя, потому что ноготь у нас поднимается, потому что он у нас скручивается, и потому что мы ждем еще результаты рентгена. Ну, это пока опустим, и сейчас займемся установкой нити. Вот здесь, смотрите, есть вот такая вот сложность. Ноготь из-за того, что тоненький, потому что тут у нас был синячок, мы его зачистили, и ногтевая пластина осталась тонкая. И она прям совсем не может никак прорасти, она просто постоянно скручивается. И снова мы начинаем ее вычищать микроскопическими кусочками, но все-таки добиваемся своего. Вот здесь самая сложная зона. Как видите, стенка у нас такая немножко подраскрошенная, потому что там была зачистка и гематома. В общем, все беды от этого. Ну, нет, шучу, конечно, не от этого. Просто так случилось. Но ничего страшного, все на самом деле проблемы решаемы, просто иногда бывает очень-очень медленно и долго. Я, как видите, здесь ничего вырезать не стала, оставила все как есть, просто ускорила видеоролик, и можно заметить, что движений на самом деле миллион. Я никогда не экономлю время на зачистке, потому что моя основная задача прийти к результату. Если нужно будет делать это супер микродвижениями, значит я сделаю это именно таким образом. Ну и в конце установка титановой ниточки. Тут уже все быстро и просто. С правой, с левой стороны присушили. Кстати, композиты для этого используются специальные. Ну, как специальные. Используются стоматологические. Для нас они называются специальные. В общем, это то, из чего вам делают пломбы. Из того, из чего делают пломбы. Вот такой красавец у нас получился. Будем ждать дальнейшую динамику. Будем наблюдать.